Отуречивание. Как турки создавали единый народ в своей империи. Экспансия османов-сельджуков и туркменов на запад была противоречивым периодом, но ее итогом стало создание Османской или Атаманской порты, огромной империи, названной по имени рода турок-победителей своих конкурентов. Выходцы с Алтая турки сочетали в себе навыки гигантских конных армий степняков, изящество и хитрость китайских дипломатов, пышность и богатство культуры Ирана. Турки стали буфером между Европой, Китаем, Персией и степными каганатами, общаясь со всеми сразу и перенимая лучшее. Взяв Константинополь, турки стали хозяевами Западной Азии и устремили жадные взоры на север и запад, где были богатые европейские города и морские порты Черного моря. Объединив под своей рукой сотни народов, турки столкнулись с необходимостью как-то привести население к общему знаменателю. Они не допускали, да и не смогли бы позволить, системы федерации или вассалитета и исповедовали один принцип: либо мы один народ, либо это наш враг. Туркизация – система мер, которые буквально выбивали из человека его прежнюю религию, обычаи и язык, навязывая вместо них турецкие, начала применяться ими еще в алтайских степях. Тюрки активно включали в свой состав монгольские племена, со временем полностью ассимилируя их, что дало ощутимый монголоидный след в населении провинциальной Турции. Почему турки так ревностно требовали полного растворения прочих народов? Необъяснимо, но среди кочевников Евразии подобная же нетерпимость встречалась часто у скифов, сармат и монгол. Во многом это облегчало управление страной и резко снижало угрозу восстаний покоренных народов. Что делали турки для отуречивания иноплеменников? При численном доминировании турок малые народы ассимилировались сами собой, как произошло с родами монголов. Многочисленные народы, как, например, иранцы в Средней Азии, истреблялись до безопасного уровня и вытеснялись на неблагоприятные места проживания, что лишало экономического базиса покоренных, вынуждая их покоряться. Турки-мусульмане требовали принятия ислама, устанавливая репрессивные налоговые и законодательные нормы для немусульман. Однако якуты, гагаузы, тувинцы и чуваши сохранили свои традиционные верования, так как жили на окраине тюркских и турецких владений. Названия городов, рек и стран переименовывали на турецкий манер. Пруса стала Бурсой, Никея – Изник, Никомедия – Измит, Кармрик – Кызылча. Во многих странах, например, в Армении и Болгарии, турки переводили местные названия на турецкий и требовали переименования всех важных объектов. Султаны, визири, богатые купцы содержали большие гаремы, где разноплеменные жены вынуждены были общаться друг с другом на турецком, а их дети вообще знали только этот язык. Турки и мусульмане получали огромные налоговые послабления, и это сильно стимулировало инородческое население быстро переходить на турецкие порядки. Практически вся приморская Турция – это бывшие византийцы, усвоившие новые правила. Налог на мальчиков для нетурецкого населения предполагал, что те вырастут при дворе и будут на 100% турками по языку и культуре. Сотни тысяч мужчин поставлялись в вилаеты и становились ревностными турками. Во дворце есть всего несколько человек, говорящих по-тюркски от рождения, потому что султан полагает, что вернее служат ему обращенные христиане, у которых нет ни крова, ни дома, ни родителей, ни друзей. В исключительных случаях действовал прямой запрет на упоминание прежних названий мест и народов. Так, Армения была переименована в Анатолию и Курдистан. В позднее время, по мере усиления антитурецких настроений, Турция инициировала резню и погромы в самых опасных участках, обычно где проживало христианское население – Балканы, Армения, Греция. Однако и местное население отвечало, те же империю сотрясали постоянные взаимные погромы турок, греков, армян, евреев, с традиционной для народов Юга неудержимой кровожадностью. Что же добились турки в итоге? Значительная часть населения Греции, стран бывшей Югославии, Болгарии, Румынии и Молдовы имеет турецкое этническое происхождение, а еще большее число является мусульманами, и во времена османов были бы идеально ассимилированными гражданами. С другой стороны, явное наступление на историю и культуру народов вызывало бешеное сопротивление, восстания,
что расшатывало империю и привело к ее падению в итоге. Стали ли армяне, греки или болгары турками? Конечно же нет. Зато приобрели очень плохие отношения к этому народу навека. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.